Здравствуйте, в эфире Астра ТВ, программа «В поиске ответов», в студии Екатерина Свиридова. Эта удивительная история началась в 1996 году в Челябинской области в поселке под Кыштымом. Местная жительница Тамара Просвирина, услышав в голове таинственный голос, отправилась на ближайшее кладбище и обнаружила там странное существо с маленьким тельцем и огромными глазами. Человечек сидел за одной из могил и жалобно попискивал. Сердобольная пенсионерка, не испугавшись, завернула карлика в тряпицу, принесла домой и назвала Алешенькой. Выяснить, что в этой истории правда, а что вымысел, мы сегодня попытаемся с моим гостем, исследователем Вадимом Чернобровым. Здравствуйте, Здравствуйте. Вадим. Вообще, откуда могло появиться такое существо и насколько эта история вообще правдоподобна? Давайте я продолжу вашу историю. Ну, точнее, она, конечно, не ваша, я понимаю, не вы ее придумали. Я ее вот примерно в таком виде и прочитал в 96-98 годах. Когда я ее читал, у меня складывалось впечатление, что это какой-то такой очень необразованный, очень глупый журналистишка какой-то, вот насквозь желтый, придумал какой-то бред. Вот другого у меня мнения не было. Надо сказать, в основном все мои экспедиции сводятся к тому, что я где-то слышу или читаю, или по телевизору вижу, ну просто умопомрачительные, достоверные сведения там, об НЛО, о каких-то аномальных явлениях. Приезжаю на место, и выясняется, что в результате пшик, что фамилии указанные, людей с указанными фамилиями не существует, что местности указанные не существуют. А если и то, и другое есть, то нет там НЛО или места посадки, или еще чего-то. Вот в данном случае история диаметрально противоположная. То есть то, что я сначала читал, то, что вы сейчас имели удовольствие, я с удовольствием услышал эту историю и мысленно перенесся в 96-й год, мне она первоначально показалась просто глупой, ну не шуткой, а глупым бредом. Там у этой истории есть и дальнейшее продолжение, что она его принесла домой, что она была сумасшедшей, и она перестала ее кормить, этот карлик умер от голода. И после этого карлика взяли уфологи, некие ученые, которые его повезли исследовать, но не доехали до места, потому что путь им преградила севшая на дорогу НЛО. Из НЛО вышли такие же карлики, и, так сказать, то ли русским языком, то ли жестами, то ли и тем, и другим дали понять, что отдайте нашего капитана мертвого, иначе, так сказать, вам будет худо. И уфологи, скрипя сердце, были вынуждены подчиниться грубой силе, отдали, и этот карлик, так сказать, улетел к себе на свою историческую родину. Вот такая краткое изложение. Звучит как сказка какая-то, да? Да, я бы сказал, более чем сказка, я бы другой термин подобрал, но боюсь, что он не совсем уместен. Но вот я заранее сказал, что это был обратный случай. Таких случаев в моей истории не так много, когда сначала я испытываю сомнения такие некие. Даже не то, что сомнения, а просто брезгливость, потому что не хочется связываться. Вот нас, за кого нас считают, за каких-то дураков, когда подбрасывают вот такую, ну просто, вот, не знаю, второсортную какую-то пошлятину. Но, тем не менее, так случилось, что я ехал по пути в другую экспедицию, и раз уж все равно где-то рядом, ну, Урал, он маленький, когда ездишь, и я заехал в Кыштым, и буквально вот в первые дни, пока общался с героями этой истории. То есть вы непосредственно с Тамарой Просвириной общались? Я, скажем так, я не хочу сказать, что стоял буквально в начале этой истории. Нет, какое-то время я долго доходил, так сказать, до осознания того, что а что если туда съездить? Но в конце концов, с тех пор и по сию пору я потратил на поиски этого карлика ну вот много лет, и организовал туда 4 больших экспедиции, то есть приезжали люди туда со всей страны на поиски не только карлика, я еще скажу, что там помимо карлика было, и много разведок. Ну, то есть, иными словами, видимо, я так настолько надоел своими расспросами местным жителям, что в конце концов меня считают, так сказать, одним из вот
я не знаю, главных героев этой истории, хотя я подчеркиваю, в самой истории, которая была в 96 году, я по понятным причинам не принимал участия. Но если вы эту историю теперь уже будете смотреть, теперь уже в интерпретации художественного фильма, то есть она настолько стала притчей во языцах, что по этой истории поставили и спектакль, который уже несколько лет идет с успехом не знаю, в каком-то театре в Екатеринбурге, и художественный фильм, который называется «Внеземной». Вот в фильме «Внеземной» там есть 3 главных героя, и в одном из них можно легко узнать меня, он тоже Вадим, и тоже, так сказать, этого карлика там ищет, и в конце концов его, к слову сказать, находят, и в конце концов его похищают инопланетяне. Вот в основном похоже на правду, за исключением того, что меня не похитили. Ну, кто знает, может быть, это еще впереди. Да, не каркай раньше времени. Не стоит исключать такие события. Но я вам сказал то, что вы имели возможность читать в интернете, в прессе, то, что было в газетах написано, и то, что... А я рассказал вам еще вдобавок, в довесок, то, что из фильма можно почерпнуть. Вот и то, и другое. Представьте себе, что возьмите из телевизионной, киношной и газетной версии буквально одну фразу, что был карлик, а откуда он неизвестно и куда пропал неизвестно. А вот дальше, что называется, по пунктам надо пройтись, и чтобы понять, откуда он. Меня этот вопрос, который мне задали, естественно, интересует. Я честно скажу, однозначного ответа нет, но я готов под сомнение ставить многие версии, над которыми другие люди мало сомневаются. Ну, я предлагаю идти по порядку. Вы говорите, Давайте, что вы практически предлагайте. чуть ли не с самого начала подключились к этой истории. Когда вы туда попали, вот в эту Челябинскую область? Я попал уже тогда, когда след карлика простыл. На самом деле его увезли буквально через месяц, тело увезли буквально через месяц после всех событий. Но прежде чем мы заговорили о том, как похитили карлика, ну, на самом деле, как вы понимаете, его похитили вовсе не инопланетяне, а вполне земные, наши с вами соотечественники. Главный вопрос, на который мы искали 2 ответа на вопросы. Откуда он появился и куда пропал. Нашли ответы оба. То есть получается, что он в любом случае был, это не ставится под сомнение? Да, вопрос, был ли карлик, как знаете, как Горький ставил, а был ли мальчик. Давайте с самого начала его опустим, поскольку людей, которые его видели, в данном случае я себя к ним не отношу, но поскольку я общался со многими десятками людьми, в которых у меня нет ни малейшего повода усомниться в их неискренности, ну, это были и перекрестные опросы, и другие методы исследований, я по всем этим людям прошелся с листочками бумаги, записывал их показания на бумагу и в конце концов составил, ну, это не совсем фоторобот, ну, будем считать, такой портрет. Коллективный портрет. Да, портрет по их описаниям, как выглядел карлик при жизни. Как он выглядел после смерти, вот эти кадры, они растиражированы, и многие имеют удовольствие. Но они реальные, эти кадры? Эти кадры абсолютно реальные. Я знаю человека, который снимал, и всех людей, кто находится в кадре, я тоже знаю поименно, и никаких сомнений в правдивости этих кадров нет. Они сделаны в 96 году на простенькую видеокамеру. В тот момент в Кыштыме видеокамера была такая одна, ну, это был 96 год, и на тот момент, уже в тот момент пленка была растиражирована, возможности что-либо добавить или убавить тогда, технической возможности, не было ни у кого. А поскольку копиями она уже разошлась, копия есть у меня, и можно сказать, что это исходник. То есть, иными словами, этого исходника не касалась рука монтажера. И поэтому то, что вы видите на фото, на видео, оно соответствует истине. Но меня больше интересовало, конечно, как выглядело это существо при жизни. Потому что здесь, скажу сразу, это на самом деле высушенная мумия.
То есть существо очень сильно высохло под воздействием высокой температуры, когда один из участников этой истории просто закинул труп, как он рассказывал, ну, он долго не мудрствовал, люди простые, закинул труп на железную крышу гаража, и она просто быстро высохла под воздействием августовского солнца. Урал – это место достаточно жарко летом. А вот как он выглядел живым, здесь пришлось попотеть. Я сначала прошелся по всем очевидцам, ну не по всем, кого знал, очевидцам, нарисовал по их словам, как он выглядел, потом составил нечто общее, нарисовал это уже в чистовом, как мне показалось, виде, прошелся снова, и вы обратите внимание, здесь карандашиком есть пометки. Я записал все упреки, детали, да? Комментарии. Все указания что-либо исправить, я их всех здесь записал. Может быть, вы обратите внимание, меня попросили, у него слишком маленькие бедра, я изобразил, вот поэтому я прямо здесь исправлял. Но потом я изобразил уже начисто, и вот тот вариант, который я вам сейчас показываю, это и есть вариант, против которого я по новой, ведь несколько раз обходил очевидцев, вот против него никто не возражает. Я подчеркиваю, нарисован он здесь в естественных цветах, то есть он был серого цвета, и люди даже сравнивали, как выключенный экран выключенного телевизора. Вот точно такой же цвет. Размер здесь тоже полностью соответствует реальности. То есть это масштаб, масштаб 1 к 1. То есть он такого размера и был. Я даже специально поставлю его. То есть фактически А4, формат А4, да? Да, вот да, на лист мы берем. Да. То есть с учетом даже того, что он усох при жизни, то есть такую поправку я делал, в общем, погрешность вот этого измерения плюс-минус сантиметр, не больше. Значит, при этом, то есть 25-30 сантиметровое существо, такого примерно вида, ну, есть еще фигурирует в прессе вот такое изображение, но оно не совсем, оно, я бы сказал, совсем недостоверно, поэтому, если кто-то хочет представить себе, да, я рекомендую, так сказать, пользоваться первоисточником. И вот это существо каким-то образом попадает к бабушке Просвириной, которую считают сумасшедшей. Традиционно считается, что она пошла и нашла на кладбище, вы не совсем правильно только сказали, первоначальная версия была еще смешнее, что он торчал головой вниз в могиле, то есть его кто-то, вот как морковку загнал, вот так вот даже, наверное, ну, головка у него остренькая, заостренная, да. Поэтому, наверное, это можно было сделать. И вот Тамара Просвирина, как морковку, ее так, видимо, достала из могилы. На самом деле, вот в защиту этой несчастной бабушки, которая, к слову сказать, погибла при весьма туманных обстоятельствах, ее сбила машина, и по факту гибели старушки не возбуждали уголовного дела. Это очень туманная история, и я не буду углубляться в нее, потому что ну, я не могу ответить ни вам, ни себе ответ на вопрос, кто, для чего, и как, и почему. Так вот, на самом деле бабушка не сумасшедшая. На самом деле, как помните, писал Булгаков, москвичи, в принципе, хорошие люди, но их погубил квартирный вопрос. Вот и бабушка, и все кыштымцы, в принципе, неплохие люди, но погубил квартирный вопрос. Бабушка была одинокой. У нее есть сын до сих пор, который в тот момент сидел в тюрьме. Ну, судьба такая, не очень, так сказать, завидная. У сына была жена, ныне живая, здоровая. У жены был сыночек, которого звали Алешенька, которого местный эскулап, детский врач, не буду называть его фамилию, но этот врач потом засветился. Это он громко кричал и хохотал, что на самом деле Тамара Просвирина подобрала выкидыш. Это он назвал это существо человеческим эмбрионом. Он считает себя, значит, так вот выпитив грудь, что он лучший специалист в Кыштыме по детским выкидышам, и ему где, мол, виднее.
Но его авторитет в глазах и этой бабушки, и всех остальных настолько низок, что я не буду, так сказать, цитировать их слова. Именно по вине этого специалиста, в кавычках, погиб ее бабушки Просвириной внук Алешенька, настоящий Алешенька. И бабушка осталась одна. И вот представьте себе на закате жизни, когда хочется нянчить внуков, у нее никого, сын в тюрьме, невестка ушла из дома, живет отдельно. И вот она в безвыходном почти ситуации, у нее двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме, по кыштымским меркам живет отлично. И на эту квартиру, ну, видя, что бабушка доживает последние месяцы, на эту квартиру уже имели виды кое-какие люди. И вдруг эта женщина приносит домой существо, сына. Точнее, она сначала, когда принесла его к себе домой, она объяснила, ночью услышала голос, который звал о помощи. И ночью этот голос ее позвал в лес. В конце концов, мы нашли это место, где она подобрала этого карлика. Это совсем в другой стороне от кладбища, гораздо ближе к дому. Оказалось, что незадолго до этого на это место вызывали местные ребятишки, которые гуляли в окрестностях. Ну, лето, разгар сезона, они пошли купаться на озеро, и они столкнулись с какими-то светящимися существами. Жутко перепугались, там садился НЛО рядом с озером. Возник пожар, к слову сказать, там горел лес, ну, горел, но не выгорел. То есть пожар быстро начался и быстро прекратился. Вызвали милиционера, который приехал и, так сказать, попытавшись разобраться на месте, столкнулся с этими непонятными существами, достал табельное оружие и открыл стрельбу. То есть был, вот то, что я рассказываю, это сюжет, наверное, уже для голливудского блокбастера, но это правда жизни. То есть, иными словами, вот в этой каше, которая творилась в июле месяце, середина лета 96-го года, замешана далеко не бабушка. И бабушка здесь появляется, очередь бабушки настает примерно через 2 недели после того, как этого карлика увидели. Сначала местные ребята, отдыхающие на местном озере, потом местные дачники, они рассказывали, как по их дачам бегали вот эти самые карлики. То есть их даже много было? Я не оговорился, некоторые называли 2, некоторые 3, ну вот максимально я не знаю, так сказать, верить или не верить, самую максимальную цифру я слышал 5. Ну, слово «несколько» меня вполне устраивает, то есть несколько больше, чем 1. И в тот момент, тоже не удивляйтесь, я разговаривал с подростками, которые храбрились между собой и говорили, это я его подбил палкой. Да нет, ты промазал, это и когда я, помнишь, кидал камнем. То есть для них это некий охотничий азарт. То есть за ними, ну не то что охотились, но их многократно видели на протяжении 2 недель. Не в конце концов, еще в процессе этой истории, это я зарисовал со слов местной начальницы. Тут в этом поселке, в соседнем доме, живет вполне уважаемая женщина, о фамилии которой вообще ни в каких публикациях не было, поскольку она, честно говорит, меня просто уволят, если узнают, что я такое видела. Она в момент выдачи зарплаты, перед, вернее, выдачей зарплаты, принесла все деньги из своей конторы, которой руководит, это очень уважаемый в поселке руководитель, она принесла домой, заперлась, и вдруг, по ее словам, говорит, появился этот карлик. То есть сказать, что у нее был шок, это не сказать ничего. И вот эта история, рассказанная ею, была за неделю до истории с бабушкой Просвириной.